Мне так тяжело здесь. Свято место. Гроб наверху. Как паломническая поездка закончилась рабством в свинарнике. И избиение копьем. Методы лечения души от запрещенного священника. Чихачевская обитель. Здесь раньше находился обычный православный храм. 3 года назад его закрыли, а служившего там схиархимандрита Ионикия лишили сана и обвинили в лишении свободы паломников. Но в новую церковь, построенную силами послушников, до сих пор возят экскурсии. Как путь к Богу становится путешествием на каторгу, смотрите в специальном репортаже. Я в магазине, и я могу купить себе сок. Просто купить и выпить в любое время. Сама. Я никогда не думала, что я буду просто радоваться вот таким вот вещам. То, что это достойный повод для радости, я узнала лишь после 2 дней, проведенных в рабстве. А попала туда так. С трудом, но паломнический лук собран. Это самая длинная юбка в моей жизни. Святой водой давайте. Вера – организатор паломнической поездки в Чихачево. Отправляет такие экскурсионные автобусы несколько раз в месяц. Билет стоит 3000. Рекламирует и в интернете, и в жизни. Эта девушка хотела просто передать записку. Она ее уговаривает, видишь, ехать в поездку. Говорила. Места надо заполнять. Милые братья и сестры, едем с вами к Богу. Давайте помолимся. Царю небесный, утешителю души истины. Паломники ждали встречи с Богом, а я с фигурантом уголовного дела. Следствие установило, лишенные сана священника и его сторонники незаконно удерживали людей, заставляли каторжно работать и запрещали общаться с близкими. Я не помню, что я как ревела. Мы работаем с 4 утра. Елена пробыла в Чихачево 3 месяца. Надеялась вызволить оттуда близкого друга. Для этого притворялась паломницей. Гроб наверху. Вставляют зубную пасту, потому что в пасту добавляют всякие психотропные вещества. Близкие попавших в монастырь били тревогу. Туда увозили даже детей. Но иски о лишении родительских прав не были для адептов так же значимы, как слова старца. Куда-то устроиться, ребенка в садик. Батюшка не благословил. Он говорит, там идет разврат. В садике идет разврат. Расследуют, потому что там больные духовные люди начинают чего-то там жаловаться. А банщики, они старые. Экскурсовод уверяет, у старца дар провидения. Сам называет человеку грехи. Дальше предлагает искупить, оставшись работать при монастыре. Он не придумал бы там ничего. В общем, у нас все записано в карте. Бесы записываются. Лучше в это не вникать, лучше это не обсуждать. А молча дать денег на искупление. Весь путь до Ивановской области громко звучал молебен. Уснуть было невозможно. Просто с искалеченной психикой, то есть это по людям видно, которые там. Они, мне как рассказали, там очень мало спят. Вокруг километры леса. Транспорт – редкость. Владимир – опытный паломник, старцу верит, но оставаться отговаривает. Среди адептов – наркоманы и душевнобольные. Попробуй просто. Посмотри, я просто не могу. Это не Лавра строит Сергиева, не Оптина, допустим. Там другое место. Уже на подъезде к монастырю Вера выдает книги. Их нужно раздавать для прощения грехов. Прощение грехов аборт. Ну и так вообще-то полезно. Быстренько берите. Спасибо. Перед выходом хочу выпить воды. Чего не пьем, мы здесь пускаем. Так я узнала, что теперь есть и пить буду по расписанию. Такой громкий молебен. На входе встречает деревянный идол, вероятно, изображающий старца. Страх Божий. Пока никто не видит воду, могу попить? Конечно. Спасибо. Вот только бутылку с водой я так и не нашла. Возможно, Вера догадалась. Поддамся искушению. Колу не хочешь, я колу взял. Можно? В магазине. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, никому не говори. Устраняю следы греха, и тут же меня уличают в новом. Пользоваться телефоном на территории запрещено. Батюшка не благословляет. Да ладно. Да. Это один из казаков, местная охрана. Следят за порядком во время службы. Традиционно она начинается здесь в 2 часа ночи и идет около 5 часов. Испугалась.
Насекомым здесь никто не удивляется, но гораздо страшнее – связыванию людей тоже. У девушки в клетчатой рубашке руки и ноги обмотаны скотчем. Под конвоем ее ведут к иконам. Это не единственный способ принуждения. Испытать подобное не хочу, так что очень стараюсь быть достойной прихожанкой. Далее в специальном репортаже «К Богу через боль». Вот, синяк видно. Ой, у меня был вот и вот. И что значит есть объедки и не спать? Спать на службах не благословляется. Заснувших поднимает специальный человек. Люди падают от усталости. Дальше крестный ход. К одной из девушек охранники применяют силу. Я тебя завезу, права, тебя Мы сейчас тебя к башке отвезем. Тебя будет уже там. Под конец всем раздают листочки. На них не псалмы. Такой репертуар удивляет каноническую церковь, но вполне объясним. Здесь ждут прихода некого православного царя. Но перед этим якобы будет война с Китаем. Местные рассказывают, старец предсказывает ее с 90-х. Батюшка сказал, Ростов будут бомбить. И Курск, что ли, говорит. Да. Да. Ну вот я и думаю, сейчас надо срочно продавать. Так тот, кого называют новым русским Христом, получал квартиры паломников. 2 года назад в его доме следователи провели обыск. Нашли дарственные на жилье, 2 пистолета и миллионы наличными. А пока дело расследуют, старец продолжает проповеди. Паломники, стоящие в очереди к старцу несколько часов, расступаются. Ворота открывают белому внедорожнику с 7 на номерах. За рулем женщина в черном. Привычно паркуется у дома. Мне объясняют, это сиделка и медработница старца. Старец якобы лечит, копьем ударяя в больные места. Я сейчас после батюшки, это просто жесть. Он меня исколол здесь, красная грудь вся. У входа к старцу Вера. Рассказывает матери с больными детьми, что той необходимо остаться. Никуда ты просто не уедешь. Стоишь человек, понимаешь? Нет любви, потому что вы от невенчанного брака. И этот грех надо исправлять трудом. Предсказуемо также сказал старец. Только тогда девушка объяснит, не может остаться. Брак рушится, муж изменяет. В Вере просыпается женская солидарность. Просит зайти к батюшке и рассказать об этом. Хотя в автобусе уверяла, он умеет читать мысли. Ну, пожалуйста, вот что ты, Миш, вот что ты едешь? Давай быстро. Мишечка, ну, ты что меня гонишь-то? Наконец настает моя очередь. В келье женщина с сыном, рыдая, дают деньги. Уверяет, в ребенке бесы. Его держат и бьют копьем. Женщину остаться не уговаривает. Видимо, щедрого подаяния хватило. Разводные фильмы глядела. Да, сама себе. Меня бьют копьем в грудь и другие характерные для блуда места. Рассказываю легенду, якобы у меня рак щитовидки. Начинается лечение. Дальше неэфирное описание интима. Ведь причина выдуманной болезни – грех. Якобы 8 марта проснулась с незнакомцем. Уверяю, этого не было. Праздник праведно провела на работе. Но у батюшки есть объяснение. Ты так напилась, что ничего не помнишь. Уже проснулась.
Ты лежишь в чужой квартире, с чужим парнем. И как туда попала, не помнишь. Такого не было. Это было. Ну, правда, не было. Не помнишь, потому говоришь так. А мясо с мясом ел по средам по пятницам. Я не ем мясо уже 11 лет. Возможно, только это меня и спасло. Это уникальные кадры из лечения выдуманного рака. Все вышло. Но эффект надо закрепить трудом. Единорог. Так началось мое послушание. С того, что выяснилось. На 8 марта грешат все. Так и он мне до 8 марта говорит. Да? Так, представляете, он всем говорит, потому что это мы из советского времени, у нас у всех это было. Так я не из советского. Мне выдают одежду для труда, чужие колготки и обувь. Родственники начнут полошить. Они тебе начнут тебя что-то вызволять. Маму сейчас там настропалят. Будьте готовы. Она даже может начать смс-ки писать, звонить, дочка, ты что, там секты, успокаивать. И здесь связь плохая, где-то быть недоступна, но меньше с ней контактировать. Один из признаков секты – это прием, когда запрещают общаться с родственниками. У большинства пациентов психиатрической больницы, психиатрической клиники, у них отсутствует критика к собственным действиям. Отсутствие критики к собственным действиям приводит к тому, что они опасны в некоторых случаях для себя и, соответственно, для окружающих. Впрочем, я не была уверена, кого опасаюсь больше – новых соседей или охранников. Это место называют казармой. На полу, на грязных матрасах спят около 200 человек. Мужчины, женщины, дети. Какой у меня замечательный матрас. Вот, куски жука. И чё? А на этом одеяле мертвые клопы. Еще живой жук. Соседка Ника уверяет, привыкну. Сюда ее привезла мать из-за проблем с наркотиками. Девушку разлучили с дочкой, и она уже пыталась сбежать. Возвращали. Били. Ого, как много синяков. Это фигня. Это все... Это фигня. Ника уверяет, побои от охраны. У пенсионерки Ольги от старца. Батюшка, хватит. Вот, синяк видно. Ой, у меня был вот и вот. О, это вот все он. И вот тут вообще такой небольшой кровоподтек. Обычные врачи здесь не благословляются. Врачам я не доверяю. Стоматолог будто с оглядкой. Да ладно. А как зубы лечить? Ну, я сама тоже недорого, я тоже немножко разбираюсь. Я смотрю сама свои зубы. Елена уверяет, такой подход не раз приводил к летальному исходу. Храм среди могил в прямом и переносном смысле на территории кладбища. Это тяжело. Еще никогда моя бабушка из глухой воронежской деревни так не гордилась мной, как сейчас. Да. Если бы она видела. Далее в программе «Спасение от грехов» на свинарнике. И к чему приводят попытки сбежать. Выйти мне на грех. Высказ. В тарелках 3 вида коричневой жижи. Возможно, каша. Салфетки только у монахинь. Отсюда ничего не берем, не слышите, да? Из этих же мисок потом приходится пить воду. Кружек нет. Моются они уже после трапезы в грязных тазах. Почему мы разговариваем, интересно? Сестра, к вам обращаюсь. Благословением здесь деликатно называют объедки старца. Дальше снова труд. Свинарник прям. Класс. Класс, говорю. А правда, мыться нигде нельзя, да? Нет.
Прям честно, здесь нельзя мыться. Ну, один раз в месяц. Ой, как это было тяжело. Я не понимаю, как вы это делаете каждый день. Ну ничего, здесь легче. Привет. Какой приятный вкус. Больше приятного не было. Бесконечность мух, отскребание объедков руками и тяжелые ведра. Просили переехать в какой-то Нижний Новгород, и там они на заводах работали, катая эти банки с тушенкой, якобы на славу Божию. К человеку относятся как к вещи, то есть используют его физическую силу, которая не может отказаться по независящим от него причинам. Но даже они не остановили меня от того, чтобы нарушить запрет и все-таки пойти в лес мыться из бутылки. Очень холодно. Очень холодно. Комары кусаются. Дальше 3 часа сна под громкоговоритель с молитвами. Он не выключается никогда. Это прием подавления воли. Наряду с ограничением в пище, запретом принятия душа и поеданием объедков. 35. До 5 бы хотя бы спать, другое дело, да? Было бы просто замечательно. Сейчас час 35. Нехорошее это. Идиотический смех, понимаешь? Я понимаю. У нас истерика. Я понимаю, что я сейчас хочу плакать, чтобы меня кто-нибудь обнял просто и вот внезапно проснуться. Но уже не нормально. В этот раз на молебне нарушу запрет. Усну на полу, как и многие там. Через минуту меня поднимут. Да мне болят ноги сейчас. Я не могу. Уезжать боится, ведь старец уверял, спасется только здесь. Женщина понимает, так быть не должна. На что тебе было слать? на отъезд. Ведь пост. Хорошо бы быть в монастыре, да причащаться. Разрешения не ждала и уже знала, сбегу через кладбище. Люди выходили из кельи в слезах. Старец не благословил на отъезд. Просились у батюшки домой. Он нас не благословил. Нет, он сказал, куда? Но я все-таки нашла аргументы, напомнила об антисанитарии и рабском труде. Ну ладно, выйдешь замуж, тогда привыкнешь. К такому? Ты ушла, тебе нет такого друга. Ну, будет другой. Пока мы прощались, уехали все паломники. А значит, единственный вариант вернуться — 3 часа пути через лес до ближайшего поселка. Это уже не пугало. Оказалось, так же поступила Ника, девушку, которую разлучили с дочкой. Сбежала. Ее поймали, а то, что она говорит, я понимаю, но она не права. Потому что она с ребенком не занималась. А вдруг совершенно случайно вы можете довести меня до мыта? Я вам денег дам. Наводите меня на грех. Выскус. Простите. У меня на женщин аллергия еще к тому же. Давайте сегодня без аллергии, пожалуйста. Просто довезите меня живой. Да? Все же будет хорошо. Еще и обманчив. Так кажется, что я такой добрый. К счастью, по дороге встречаем несколько его знакомых, и пугающие намеки прекращаются. А я пересаживаюсь во вторую попутку. Максим местный житель, заботливо уточняет, не гонится ли за мной. Они прям реально могут начать меня искать? Ну, могут искать. Ого. А что будет, если найдут? Что там такое вообще происходит? Люди пропадали, там, трупы находили в лесах. Мне кажется, я схожу с ума, потому что у меня даже твои слова звучат сейчас распевно. Это всего лишь сутки пребывания вот в этой атмосфере. Впрочем, через 2 дня это прошло. Простуду после купания в лесу пришлось лечить дольше. И это малая жертва. Так можно потерять психическое здоровье и даже жизнь. Чтобы этого не случилось, важно критически оценивать информацию. Понимать,
Иногда за идеей спасения прячется чужая выгода.